Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное. Что прояснится? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите, но это случится, произойдет. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2026 года. Мы открываем с вами 2026 год. Давайте узнаем, что же происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10. Но я бы сказала, скорее всего, дистанция будет чуть подольше и подальше, с заходом на февраль, потому что ретро-уран у нас по 4 февраля, еще в обратном движении находится, а вот уже после 4 он перейдет в прямое. И уран будет нам помогать прояснить сложные темы, расставить все как будто по местам, в целом обустроить нашу жизнь в каких-то очень основных вопросах. Что это значит? Мы с чем-то, скорее всего, будем определяться. Ну и как часто бывает, все то, что ретро, это дает нам приставку переписывать, может быть, документы, какие-то контракты, соглашения, может быть, и отчеты, не без этого. Но в целом все то, что мы делаем, это мы обустраиваем свою жизнь, чтобы она пошла с правильной ноги. Мы сейчас с вами находимся словно в коридоре возможностей, как бы мы не расценивали сложный вот этот период. И я вас хочу пригласить вместе поразмышлять на мой сайт. У меня есть статьи «Коридор возможностей», а также «Кармический декабрь». По сути дела, это не декабря касается, а задел на 2026 год. Перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет больше. Сверьте свое расписание с расписанием звезд. Итак, первые 3 карты, 3 знака судьбы. Чего вы пока не видите? О чем вы пока не догадываетесь? Или чего вы не замечаете, а тем не менее это случится. Так вот, что же там случится еще? Что прояснится, да, раз мы задали тон нашему видео, такой вопрос. Что произойдет и к чему быть готовым? Что уйдет? Или что завершится? Возможно, вы от чего-то откажетесь сами, в чем-то вот именно расставите точки и можете сказать, что ну вот, все, я сделал все, что мог, или сделала, или словно вздохнуть спокойно, свободно. А что придет на ваш порог, или что спешит на ваш порог, а может быть и кто? И по основным сферам жизни, что ждет вас в сфере любви, личной жизни, взаимоотношений, что ждет в сфере финансов, и что ждет, это у нас следующая сфера. Работа, важные встречи, контакты, контракты, ну где-то и ваши планы. Итак, чего же вы пока не видите, рыцарь чаш? Тут какие-то приятные эмоции. Может быть, вполне вероятно, это какая-то весточка. Вы можете получить, может быть, какое-то, ну вот действительно, как письмо или сообщение, или, может быть, разговор. И вам это будет как-то приятно. Каким-то образом это как минимум создаст вам хорошее настроение, оптимизма, словно вас вдохнет. Может быть, это именно какая-то личная история. Вам хочется это продолжать. Но пока карта по рыцарю чаш говорит «стоп». Ты вот тут не беги впереди паровоза, потому что то, что сейчас у нас начинается, а может быть, это продолжается даже что-то, да, и здесь у нас период, начиная с конца осени, а с учетом ретро-урана, тут у нас вообще все интереснее получается. Обычно где-то ноябрь месяц, октябрь даже, да, ну, ноябрь возьмем, возвращение каких-то людей. Или, может быть, так постепенно какой-то человек появляется в вашей жизни. Или зненацку вдруг, неожиданно. И значит, это как-то будет продолжаться. Словно история знакомая, а формат какой-то другой. Как будто заново, да? Вот что-то вас такое будет радовать. Вот вы не видите, стало быть, что-то будет продолжено. Но по этой карте мы не строим планов. И на этих людей мы пока не рассчитываем, это железно. Вот этого вы можете не видеть. Что вы еще не видите? Вопросы семьи, дома, пары. Может быть, это буквально недвижимость, какие-то важные документы, которые вам нужно составить именно по части вашего дома. Или, может быть, и дома там у кого-то ремонт, у кого-то порядок наводите, да, может быть, после гостей, после праздника. Но эта карта вмещает в себя и добрые эмоции, вы чем-то будете воодушевлены. Вы, скорее всего, о чем-то начнете
либо мечтать, либо, по крайней мере, добрые эмоции могут вас взять, закрутить в какой-то оборот такой, когда хочется думать только о хорошем. Но карта нам не говорит вот конкретно, да, по этой карте это уже семья, то есть дома как будто все хорошо, все стабильно. Но есть какой-то момент такой, элемент, да, когда нам хочется верить еще во что-то. Давайте третью карту откроем. Еще одна десятка. Может быть, это у кого-то подготовка к переезду, я такое не исключаю. Для кого-то из вас с 1 по 10 будет, возможно, кто-то возьмет, может быть, дни как дополнительный отпуск после праздников, чтобы отдохнуть или ряд каких-то домашних, семейных задач привести в норму, в порядок и отдохнуть еще, потому что по этой карте мы устали. Вот усталость, она у вас уже достигла какого-то предела. Поэтому, хотите или нет, о себе нужно как будто позаботиться, подумать. Но давайте я достану еще дополнительную карту, потому что не совсем понятно, с чем это связано. Двойка жезлов, да ничего не происходит. Все то, что знакомо, привычно, человек смотрит в окно. Вам как будто решиться на что-то нужно. Какой-то сложный вопрос вам нужно решить. Ну, по крайней мере, будете вы это инициировать или нет. Будете вы это продолжать, этим заниматься или нет. Мы ищем выход из какого-то положения. Вы можете искать выход из положения, кстати. Ну вот возьмем даже десятку чаш, да? Ну, может быть, это взаимоотношения с родственниками. Тут у каждого по-своему. Может быть, и есть какие-то шероховатости, скажем так, или буквально с вашим жильем есть вопросы. И вот тут тоже сложный выбор и вроде как на что-то решиться. Вам хочется как будто уйти как можно быстрее от какой-то надоевшей вам точно ситуации. Тут у каждого свое. У кого-то это банально усталость. И помним, уставшие люди делают ошибки. Я часто говорю по этой карте. Может быть, и себя в порядок, и мысли в порядок, чтобы вот этот выход найти, вам привести потребуется, потому что, ну, тут уже ситуация достигла предела. Всегда, когда десятка жезлов нам говорят, давай-ка ты начнешь делегировать. Не сам все выполнять или сама, а вот тот, кто призван выполнять какую-то работу, может быть, даже это домашняя какая-то работа, ох, рутина, затягивает еще так, то тут надо подумать о том, чтобы, ну, как-то правильно сделать перерокировку вам. Вот я вижу, в этом для кого-то тоже будет смысл. А возможно, это вы узнаете, может быть, в какие-то даже инстанции отправляетесь именно потому, что на кону смена места жительства, или бы вы этого хотели, может быть, впервые задумаетесь, может быть, тут какой-то новый вариант, или, знаете, как из разряда инсайт, эврика, вы на что-то именно решаетесь, и потом начинаете узнавать, как вообще может быть рассмотрен данный вопрос. Какие-то первые шаги вы можете сделать, но, видимо, от вашей решимости. Ведь тут ведь, когда выпадает восьмерка чаш, это мы всегда себя переориентируем на что-то другое. Уже как будто мы оставляем то, что было до этого времени, позади. Потому что так либо мы устали, либо нам попросту надоело вот так сидеть, смотреть в окно, ничего не меняется. Пейзаж один и тот же. И вот девушка наша решается идти буквально к этому светилу от этого искусственного огня. Ну, как бы очаг. Правда, ведь у кого-то либо смена, либо перемена места жительства, либо вы об этом думаете, или, может быть, получили кто-то приглашение, какую-то поездку совершить в разведку. Почему бы нет? Ну, тогда вы тоже вот разные варианты какие-то будете обдумывать. С чем это еще связано? У кого-то это может быть даже необходимость, как релокация офиса или по работе, может быть какой-то переезд, может быть и недалекий, как на работе происходят перемены, когда вы, допустим, несколько филиалов, да, ходили в одно место, а теперь вы будете ходить куда-то в другое. Может быть, это смена маршрута сама по себе, я такое тоже допускаю, именно которая связана из-за работы, или вынужденная командировка у кого-то. То есть тут присутствуют деньги все равно. Деньги или какое-то финансовое благополучие. Вот, может быть, вам для того, чтобы решить финансовый вопрос, рабочий вопрос, куда-то и придется поехать. Или вы будете рассматривать какие-то предложения с учетом рыцаря чаш,
Но тогда я должна сказать, скорее всего, вот если это касается каким-то образом увязанным с деньгами или работой, тогда тут наоборот, тут вы не замечтаетесь. Тут наоборот, вы будете на страже, потому что вы можете кому-то даже не очень-то и доверять. Вы тут тогда на своей волне. Может быть, я бы сказала это более правильно. Потому что, ну так мы, если не смотрим карты, а в целом смотрим, ну вот как прогноз, да, астрологический, для вас внимание к финансам все-таки потребуется, потому что мы как будто можем потратить или уже могли потратить больше, правда, на начало января. И как глаза, может быть, открываются, что ну надо было как-то по-другому поступить. Начинаем что-то исправлять. Ну, назад мы не вернемся, это понятно, в прошлое, но нужно правильно продолжить. Вот от этого отталкиваясь, вы тут можете многие сферы пересматривать, как и траты свои, как и, может быть, хотелочки своих близких, да, или какое-то направление по работе. Но я тут вижу ваше благополучие, вы правильно, по крайней мере, можете оценить. Самое главное, не гоните от себя мысли. Вот если, может быть, и сложная такая мысль, да, выбор, вот сложный, по восьмерке чаш это всегда выбор очень сложный. Но у нас как будто хватает и душевных сил, а главное, есть и ресурсы, и есть какие-то маневры. Вот у вас есть маневры. Самое главное, чтобы успеть, наверное, отдохнуть, вот чего вы не видите. Уставшие люди делают ошибки, повторяю еще раз. И все-таки вот этот пейзаж, он каким-то образом должен измениться. Давайте узнаем, так что же там у вас из тайного, что прояснится, что происходит, к чему быть готовым. Но снова нам карта говорит, что вот какой-то период ограничений у вас заканчивается. И я не исключаю, что кто-то сам стремится его закончить. По девятке жезлов вы правда будете подводить итоги. Вы себе как будто скажете, я сделал или сделала все, что могла. Но дальше идти придется. Может быть, это даже выбор по работе, может быть, это выбор по части личной жизни, тут по-разному. У кого-то по переезду, да, вот как будто уже там, где я нахожусь, уже, ну, вот как время пришло. Меня уже ничто не держит. Меня уже, ну, не то, что вот буквально никто не держит, но каким-то образом уже это можно ну, пересмотреть, переложить на какую-то новую реальность, а может быть, на ваше желание. Потому что по девятке жезлов мы понимаем, что мы сами, с одной стороны, где-то должны, да, отдохнуть. Это есть. Мы где-то можем сложить оружие, потому что бесполезно, вот, бесполезно спорить, бесполезно, может быть, еще раз как бы, как в реку войти дважды, начинать заново какой-то проект. Вот это вы точно. Вот тут у вас прояснится, что служит вашему прогрессу, а что однозначно нет. Чего вы не хотите и что бы вы хотели продолжить. Давайте еще одну карту. Тайное, что прояснится. Что есть какая-то сфера жизни или есть какая-то, может быть, деталь в вашей реальности, в ваших обстоятельствах, что нужно завершать. Может быть, завершать какое-то ожидание, к чему-то приступать. Но тут явно какая-то решимость должна быть. Она у вас, главное, появляется, потому что я больше вижу усталость и надоело. Вот правда, два таких мощных критерия, которые, как побудительный мотив, заставляют вас пересмотреть, передумать, переделать, как будто идти дальше. Ведь карта 13-го аркана– перерождение здесь вот написано. Но это одновременно и трансформация. Вот у вас сейчас трансформация, но это внутренний процесс, да. А на пороге уже совершенно новый жизненный этап. Очень так символично, словно подвели итоги, да, вот я говорила, сделал или сделала все, что мог. Дальше у нас 13-й аркан как завершение. Ну, может быть, это даже в плане карьеры, когда вы для себя решите, что, ну, именно в этой должности или на этой работе я уже сделал все, что мог. А вот теперь мне уже надо идти выше, какую-то новую ступень. Тут, правда, и решить, и решиться. Какой-то сложный выбор. Что идет? Вот смотрите, наверное, с учетом ретро-урана, да еще аркан справедливость, ведь это всегда карта причины и следствия. И тут нам могут вернуть некоторые вопросы на доработку, хотим мы того или нет.
Здесь могут и люди какие-то, мои дорогие, тоже возвращаться. Именно для того, чтобы какие-то заключительные аккорды были проиграны или расставлены вот эти логические точки в каких-то двойственных ситуациях. Или, может быть, в качелеобразных отношениях у кого-то и так. Вполне вероятно, у кого-то уже сейчас идут дела в суде. И тогда, но тем не менее это уйдет. Значит, где-то уже в январе вы можете видеть, хотя у старших арканов у них всегда, ну, знаете, как своя дистанция, свой временной промежуток, не обязательно 10 дней. Но вы уже будете видеть хотя бы к чему это все идет. Или, по крайней мере, завершение близко. Ясность какая-то наступает. Аркан справедливость всегда говорит о том, что если ты сделал что-то хорошо, пусть руками других людей, тебе как возвращается, да, какая-то возможность, то тогда этим следует воспользоваться. Но точно так же, если мы сделали что-то не очень хорошо, нам тогда пространство, карма дает это на доработку. А что придет взамен? Вам, правда, нужно какую-то, ну, знаете, из разряда, может быть, вашей реальности, да, с учетом аркана справедливости, или ваших возможностей в плане юридическом. Ну, может быть, это связано у кого-то с недвижимостью, да, или с вашими ресурсами, одновременно вашими планами на будущее. С тем, что, может быть, по праву вот действительно принадлежит вам и не заберет никто. Вам это нужно переложить в какую-то новую реальность, и здесь для вас какой-то вариант появляется. Но это что уйдет? Вот понимаете, мы можем что-то осуществить, чтобы здесь именно как высшие силы помогают завершить что-то. Или, ну, даже если мы что-то перестраиваем, новые методы какие-то внедряем, то потом уже пойдет с позиции нового чего-то, да. Пусть это будет где-то хорошо нам знакомое, но оно все равно каким-то образом должно трансформироваться, адаптироваться к этому будущему. Или вы сами, может быть, почему нет? Вот когда адаптируемся, когда мы принимаем, может быть, даже те перемены, которые не мы инициировали. Ну, мир у нас сейчас меняется вокруг. Но, значит, надо правильные выводы как будто вам тоже делать. И что придет? По восьмерке жезлов, да, это в хорошем смысле тоже трансформация. Как будто 1000 дорог сходятся в одной точке. Возможность. Очень часто по этой карте что придет? Вы получите, возможно, какую-то важную бумагу, известие. Ну, а может быть, кто-то просто телефонный звонок или какой-то важный разговор, важная встреча, контакт, когда вы понимаете, как нужно поступить. Я не исключаю, что кто-то будет обращаться, может быть, к людям знающим, специалистам или, может быть, к чиновникам, да, официальным лицам. Может быть, какое-то путешествие по этим конторам, да, и официальным лицам, или по юристам, адвокатам, потому что здесь жизнь набирает темп. Поэтому для вас могут быть эти 10 дней января с 1 по 10 очень важными, потому что какой-то гештальт нужно закрыть или, по крайней мере, внутренне определиться, потому что будущее уже на пороге. Что ждет любовь и личная жизнь? Ну, правда, новый виток. По пажу жезлов это, знаете, как новое вдохновение. Или это когда мы узнаем партнера, пусть мы десятилетия прожили, но вот с какой-то новой стороны нам открывается человек. Я такого не исключаю. Для кого-то по пажу это новость, какое-то известие. Может быть, жезлы это больше все же дела, работа, бизнес. И для кого-то из вас личная жизнь, правда, будет увязана одновременно или строится, по крайней мере, от того, как идет ваш рабочий процесс или от того, как вы зарабатываете деньги. Но ведь всегда это обновление, мои дорогие, поэтому у кого-то обновление отношений может быть и так, а для кого-то из вас, ну, наверное, верх может взять именно работа. Или новый график работы, новые условия работы, новый метод работы или обучение, потому что по пажам это не только идет информация, новости, но это когда мы еще и обучаемся чему-то. И здесь нам показан круг и подброшенный жезл, как будто один круг уже очертил и выходит на новый виток. Правда, какое-то обновление у вас тут происходит именно по части личной жизни. Сфера финансов, чего ждать? Ну, в эти 10 дней, наверное, какая-то пауза. Четверка, когда ничего не происходит.
ничего не происходит, но ваша задача увидеть новые возможности. Я, наверное, эту фразу на все лады уже повторила, но именно об этом нам почему-то говорят все карты. Здесь, знаете, риск будет, ну, как будто остановиться или на чем-то успокоиться. В том плане, что надо перед собой как будто новые цели ставить. Ведь не случайно по четверке кубков, и это по поводу денег. И может проиграться вполне, когда, к примеру, по работе, для того, чтобы иметь больше оклад, значит, нужно рассматривать другую должность, может быть, да, нужно строить карьеру. А для того, чтобы это сделать, нужно отправиться на какие-то курсы. Или не отправляться, а онлайн, может быть, да, у нас много сейчас возможностей. Именно для того, чтобы себя как-то вот, ну, условно возродить вот из какой-то, может быть, и прежней финансовой истории, что-то переделать, переиграть. Тут явно ведь эта карта иногда говорит апатия, да? Может быть, это апатия из-за усталости. И вот это вдохновение тоже нужно найти. А может быть, кому-то совершенно и необходимо какую-то короткую поездку совершить, чтобы вот у вас произошла эта перезагрузка. Ну, мне интересно, если мы в целом говорим, нам тут не говорят, что прямо тут большой приход денег. Но на кону как раз-таки и деньги. Да, тут какое-то разочарование, мои дорогие. А что это такое? А с 1 по 10 что это будет? Вы знаете, тут какой-то новый проект может быть. Или ваша задумка. Может быть, вполне вероятно так, что обдумывали, и, наконец, вы на что-то решаетесь. И тогда я бы сказала, что тут именно на что-то нужна. Конечно, оттолкнуться нужно от того, чем вы хотите заниматься, и от того, в чем вы ресурсны, то есть в чем вы профессионал. И переложить это на новую реальность, может быть, к этому еще дополнительно вверху аркан справедливость. Тут какая-то может быть и возможность, от которой важно не отказаться, потому что для кого-то из вас это будет с учетом аркана звезда какое-то длительное продолжение, причем такое прогрессивное, ведь по звезде сбываются наши мечты. А для кого-то из вас придется, может быть, решать финансовый вопрос для того, чтобы осуществить поездку, переезд или, к примеру, другой вариант. Вы можете найти работу, которая связана с командировками. Или кто-то будет рассматривать это очень символично по Урану, дополнительный доход на дому. Или работу из любой точки мира. Или работу в интернет. Вот этого я тоже не исключаю. Может быть, это как бы вы не можете одно что-то оставить, но понимаете, что кольчужка как-то маловато по части финансов, и мне нужно добавить какой-то еще как новый компонент моих заработков. Уран, он все дробит, поэтому тут финансы у вас в центре внимания. Еще одна четверка – это позиция, работа, документы, встречи, контакты. Четверка мечей. Мы складываем оружие, мы точно ни с кем не спорим. Сказать, что какие-то четкие будут у вас планы, определиться стоит. Но если мы будем детализировать, то, скорее всего, с учетом четверки мечей, нам придется корректировать. По этой карте мы просто наводим в своей жизни порядок. Ну, где-то мы с вами об этом говорили. Видимо, перед тем, как на кону, да, вот я сказала, 1000 дорог сойдутся в одной точке. Или словно ускоряется что-то. Но вот перед тем, как жизнь набирает темп, вам нужно привести какую-то прежнюю историю в полный порядок. Ну и мысли заодно тоже, может быть, и отдохнуть. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.